Самый успешный альбом, выпущенный группой после их возвращения на сцену, был альбом, выпущенный в 2009 году. Назывался он «Last Look at Eden» – «Последний взгляд на Эдем». Этот альбом был выпущен в 2009 году только на CD. Он не выпускался на виниле. Но в 2014 году альбом получил и виниловый вариант выпуска. Вот этот альбом выпуска 2014 уже года на виниле я и купил для своей коллекции. Сейчас этот альбом отсутствует в продаже на знаменитом сайте Discogs. Средняя цена продажи этого альбома была уже больше 140 евро, максимальная 200. Сейчас вот его нет в продаже, но я думаю, что на сегодня этот альбом уже будет стоить от 200 евро и выше. Я думаю, что мне повезло, что я купил тогда этот альбом. Я его купил именно в 2014 году, как только он вышел. Купил его совершенно за нормальные деньги, там 20 с чем-то евро. И я его купил в запечатанном виде, поставил на полку, и он у меня стоял до конца прошлого года. И в конце декабря прошлого года я решил его распечатать и сделать себе такой подарок. Вот. И сейчас этот альбом мною распечатан, я могу спокойно его слушать, когда мне захочется, тем более, что альбом действительно стоит того, чтобы его послушать. С величественным заглавным треком и балладой New Love in Town Европа еще больше расширила свою армию поклонников, стала одной из самых успешных групп в своем жанре, вернувшись на верхние позиции официальных чартов альбомов в своей стране. Альбом Last Look at Eden попал в 6 чартов, получил золотой статус в Швеции и был одобрен как критиками, так и слушателями. Группа записала свой 8-й студийный альбом Last Look at Eden как современный ретро-рок-альбом. На этот раз мы берем несколько новых направлений в наших песнях и изучаем разные стили, заявляет группа. В некоторых треках присутствует определенная атмосфера классического рока. Прикольные рок-песни 70-х, но не те, которые мы перенесли в настоящее время. Во время интервью вокалист Джо Темпест сказал, что Last Look at Eden – это более традиционный для группы альбом, чем Secret Society и Start from the Dark. Last Look at Eden – настоящий европейский альбом. Барабанщик Ян Хаугланд сказал, что Start from the Dark и Secret Society привели к Last Look at Eden. И Темпест с этим согласился, сказав, для этого нам и пришлось записать эти два предыдущих альбома. С двумя первыми альбомами-камбэками Start from the Dark и Secret Society мы были очень сосредоточены на попытках модернизировать звук, сказал Темпест в интервью британскому журналу Classic Rock. На этот раз мы следовали своему сердцу и душе. Этот альбом звучит очень классически и мелодично, как будто мы прошли полный круг. Альбом дебютировал под номером 1 в шведском чарте альбомов и там же получил золотой сертификат. Некоторые поклонники группы считают, что обложка альбома плохо отражает музыку в нем содержащуюся. Некое яблоко с Эдема с шипами, хотя у каждого здесь может быть своя интерпретация. Уже со вступительной прелюдией вы можете сказать, что вас ждут на альбоме грандиозные аранжировки, пышная запись. Старая Европа в современном мире. Действительно, Last Look at Eden сочетает в себе звуки из прошлого Европы, резко перенесенные в новые тысячелетия. Альбом наполнен музыкальным мастерством. Он содержит 12 отличных песен и фирменный гитарный тембр Джона Норма, а также один из мощных и одаренных вокалов в истории рока, принадлежащий Джоу Темпесту. Лучшими треками альбома можно считать треки Catch the Plane и Mojito Girl. И еще один достойный трек – это песня The Beast. Хороша и мелодичная баллада New Love in Town и рок-песня о любви In My Time. Этот новый альбом находится на другом уровне, чем его предшественник 2006 года. Этот альбом менее экстремальный и с более зрелым звучанием, содержащим все необходимые элементы, которые сделали группу Европа известной во всем мире. Свой 9-й студийный альбом шведская рок-группа Европа выпустила в 2012 году. Альбом назывался Bag of Bones – «Сумка с костями».
Я купил этот альбом в год его выхода, в 2012. Он уже выходил как на CD, так и на виниле. Я, купив этот альбом, поставил его на полку, и он на полке у меня простоял 10 лет. И вот в конце декабря прошлого года я сделал себе такой подарок, достал его с полки и распечатал, чтобы его можно было слушать. И на сегодняшний день я этот альбом послушал несколько раз, и надо сказать, что мне он очень понравился. На сегодняшний день этот альбом на Дискоксе продается где-то вот начиная со 100 евро его цена. Так что, если кто-то захочет с ним ознакомиться и иметь его у себя в коллекции, у вас есть такая возможность, он есть в продаже на Дискоксе. Back of Bones – это первый альбом группы, попавший в чарт Великобритании в топ-100 альбомов со времен выхода альбома Prisoners in Paradise в 1991 году, а также вошедший в британский топ-40 рок-альбомс под номером 3. Группа решила работать с продюсером Кевином Ширли после того, как оценила его работу над песней Джо Бонамассы «Баллада Джона Генри». Для разговора с продюсером о совместной работе группа подготовила около 12-13 песен. Запись альбома началась в октябре 2011 года, и уже на следующий день группа записала для него первую свою песню «Dog House». К концу первой недели были записаны еще 2 песни, ну и так далее. Во время записи группа записывала по 4-5 дублей каждой песни. Позже Ширли прослушивал все записанные дубли и указывал группе на лучшие из них. Группа использовала старое аналоговое записывающее оборудование 60-х и 70-х годов, но также записывала и на компьютере с помощью Pro Tools. Ширли микшировал альбом в своей домашней студии. Кевин Ширли сотворил здесь волшебство, подарив группе Европа плотную, красивую, глубокую постановку вдохновляющим композициям группы. Также группа пригласила и экстраординарного блюзового гитариста Джо Бонамассу, чтобы он приложил свои таланты к записи заглавной песни альбома. Джо Бонамасса добавляет немного волшебства слайд-гитары к прекрасному заглавному треку, потрясающей блюз-роковой вещи, которая начинается в пыльном стиле трад-блюза, а затем переходит к серьезному тяжелому рифу, который не будет звучать неуместно даже на пластинке группы Deep Purple. На этом альбоме клавишный микро привлекает гораздо больше внимания благодаря опыту Кевина Ширли в работе с группой Black Country Communion. Это хард-рок-группа схожей тематики с сильным присутствием синтезатора. Но главный акцент альбома, безусловно, делается на звездах – Джоуи Темпесте и Джонни Норме, которые здесь демонстрируют просто ошеломляющее исполнение от начала до конца. Группа профессионально использует легкие и тяжелые оттенки музыки, поскольку они знают, что это оказывает сильное влияние и притягивает слушателя, и никогда не знаешь, что будет дальше. А название альбома барабанщик Ян Хаугланд сказал: «Дали название «Мешок костей» не потому, что мы все потеряли тонну веса или обрели новые интересы к археологии или собакам. Это просто потому, что это звучит круто». Вокалист Джоу Темпест заявлял: «С Back of Bones мы сделали хард-роковый классический рок-альбом с блюзом, стучащимся в двери». И добавил: «Это почти похоже на приквел к нашему самому первому альбому». Возвращаясь к своим корням классического рока 70-х, на первый план выходят элементы звучания Led Zeppelin, Deep Purple, Whitesnake и UFO. Мощные рифы, грохочущие барабаны и бас, орган Hammond и классический вокал. Back of Bones – потрясающие, заряженные адреналином, эмоциональные 40 минут классического хард-рока. Любителей классического рока со всего мира этот альбом не разочарует. В нем собрано только лучшее из того, что может дать рок-группа Европа. «Война королей». Именно так называется 10-й студийный альбом группы Европа, выпущенный в промо-версии только на CD в 2014 году, и массовый выпуск этого альбома на CD и виниле состоялся в 2015 году. Я также купил этот альбом в 2015 году, опять же запечатанным, поставил на полку. Он у меня простоял до конца декабря прошлого года. И я его также распечатал себе как подарок на Новый год. То есть 3 альбома группы Европа у меня простояли от 6 до 10 лет на полке запечатанными. Я их, эти 3 из последних их альбомов открыл и с удовольствием слушаю.
Данный альбом есть и сейчас в продаже на сайте Discogs. Вы можете его приобрести, оригинал, по цене, начиная примерно с 60 евро. Альбом War of Kings достиг номера 18 в чарте Billboard Hard Rock в США. Диск записывался в новой студии Пангая в Стокгольме под руководством продюсера Дэйва Коба. Этот продюсер работал с группой Rival Sons. На War of Kings группа представила 11 потрясающих мелодичных, но в то же время тяжелых треков, выдержанных в классическом стиле звучания группы. Вокалист Джоуи Темпест говорил по поводу этого альбома: «War of Kings – это альбом, который мы всегда хотели сделать. Это желание было у нас с детства, когда мы слушали такие группы, как Led Zeppelin, Deep Purple и Black Sabbath. И когда мы услышали потрясающее продюсирование Дэйва Коба в песнях группы Rival Sons, мы просто обязаны были поработать с ним. Наше приключение до сих пор продолжается». Группа Европа использовала весь свой опыт за последние несколько лет для записи альбома War of Kings. На альбоме отличный цепляющий материал. На протяжении всего альбома есть множество хорошо продуманных, вызывающих и страстных гитарных соло в исполнении Джона Норма, вдохновленных, скорее всего, его героями Джимми Хендриксом, Гэри Муром и Майклом Шенкером. Еще одна изюминка альбома War of Kings – это, конечно же, голос вокалиста Джоуи Темпеста. Он сияет как миллион бриллиантов на каждом треке. На этом альбоме группа Европа продолжает с того места, где они остановились с альбомом Back of Bones, и представляет коллекцию сырых, классических, тяжелых рок-мелодий в духе Deep Purple и Black Sabbath, но с характерным вокалом Темпеста. Единственная баллада «Ангелы с разбитыми сердцами» исполнена с преднамеренной воздушной атмосферой 70-х годов. Ни один из треков этого альбома не кажется натянутым или надуманным. В конечном счете «Война королей» знаменует собой солидный релиз от скандинавских рокеров, и хотя некоторым может не хватать блеска их ранних работ или мощи альбома Back of Bones, спродюсированного Кевином Шерли. Конечно же, можно сказать, что голос Джоуи стареет с годами, но это столь же очевидно, как и то, что Европа в глубине души все еще остается группой 80-х годов. Гитарное соло на альбоме является одним из самых интересных элементов музыкального материала. Прекрасно на альбоме интегрирована работа клавишных, которые просто украшают каждый трек. Вокал Темпеста излучает сильное чувство ностальгии. Хотя он и не берет ноты выше, чем вам хотелось бы, неукротимый вокальный талант Джоуи Темпеста не обнаруживает явных признаков старения. Этот альбом является не только потрясающим релизом для мира металла и рока, но и свидетельством продолжения успешной карьеры группы в течение многих лет. Действительно, это почти идеальный пример того, как Европа никогда не теряла способность писать стильные, дерзкие рок-песни, будто медленная композиция или динамичная. Альбом War of Kings демонстрирует классические влияния таких групп, как Led Zeppelin, Deep Purple, при этом не теряя способности звучать так, как может звучать только рок-группа Европа. Тем из вас, кто давно забыл о группе Европа, стоит послушать альбом War of Kings, как, впрочем, и другие последние альбомы группы 2000-х годов. Вы будете приятно удивлены, услышав, что группа Европа – это больше, чем просто одна всем известная песня. Группа Европа проехала с промо-туром War of Kings по Великобритании и Ирландии. Кстати, это был их первый визит в Ирландию за 25 лет. На концертах в Великобритании они работали на одной сцене с группой Black Star Riders. Кстати, в моей коллекции есть два альбома группы Black Star Riders. Как вы знаете, эта группа – это хард-рок группа, которая была основана в 2012 году. Группа была основана участниками группы Thin Lizzy, тем составом, который существовал на то время. Они решили выпустить новый материал, но не хотели его выпускать под брендом группы Thin Lizzy, и вы придумали себе новую группу, основали ее, и вот стали под этим уже брендом новым выпускать хорошие хард-роковые альбомы. Вот два таких альбома я купил для своей коллекции. В то время как Thin Lizzy время от времени продолжает существовать, Black Star Riders – это группа, работающая на постоянной основе. Они позиционируют свою группу как следующий шаг в развитии истории Thin Lizzy. Но вернемся к группе Европа. В ноябре 2016 года группа Европа объявила о юбилейном туре
The Final Countdown, посвященному 30-летию их самого продаваемого альбома The Final Countdown. В этом туре они исполняли песни на каждом концерте, весь альбом The Final Countdown и весь альбом War of Kings. Свой последний на сегодняшний день 11-й студийный альбом шведская рок-группа Европа выпустила в 2017 году. Альбом называется Walk the Earth. Я этот альбом купил где-то пару месяцев назад, когда проведал свою дочь и внучку в Польше. Альбом я купил этот за 21 евро. Этот альбом и сегодня есть в продаже, вы можете его спокойно приобрести в интернет-магазинах. Альбом Walk the Earth был спродюсирован обладателем премии Грэмми и продюсером Дэйвом Кобом и записан знаменитой Abbey Road Studios в Лондоне в течение 2 недель. Группа выиграла шведскую премию Грэмми за этот альбом в 2018 году, что стало первой такой наградой группы. Обложку альбома оформлял знаменитый лос-анджелесский художник Майк Спортс из дизайнерской группы Filth Mart. Джои Темпест объяснял обложку альбома. Для нас это просто очень хорошо сработало. Этот персонаж прошел в какой-то свет или другое место. Мне понравилась сетка там. Это все словно ходить по горам, земле и небу. И треугольник мы использовали для многих вещей. Это прекрасный символ. Мы любим треугольник. Во время тура The Final Countdown у нас было 3 треугольника над нами, когда мы играли на концертах. И на обратной стороне альбома The Final Countdown и на альбоме Prisoners in Paradise у нас также был треугольник. На этом альбоме прекрасные мелодии 10 песен и глубина вокала Джои Темпеста вместе с мощной ритм-секцией и красивой игрой на гитаре Джона Норма, одного из явно недооцененных гитаристов. Серьезная работа группы по своему размаху и профессиональному звучанию. Как и предыдущий альбом War of Kings, Walk the Earth – это альбом, который мгновенно привлекает внимание, но чтобы раскрыть его глубину, его лучше прослушать неоднократно. Вокал Джои Темпеста по-прежнему демонстрирует жесткость, резкость, а также огромную мелодичную привлекательность. Сначала Джои Темпест планировал создать концептуальный альбом, но начав работу над альбомом, группа отказалась от этой идеи. Джои сначала хотел провести исследование о том, как возникла демократия, как она развивалась в разных странах, дойдя до того, что мы видим сегодня. И в конце концов на альбоме оказалось лишь несколько песен, которые касались политических тем. В них и рассказы о событиях французской революции, когда Наполеон одержал победу над аристократами, и песня наблюдения о выборах, которые проходят в США и Англии. Песня «День выборов» рассказывает о важности того момента, когда наши решения являются наиболее важными. Посмотрите на ютубе видеоклип, снятый группой для трека «Turn to Dust» – «Превратиться в прах». Весьма красноречивое название и тема клипа. Это песня предупреждения, очень актуальная в связи с нынешним бессмысленным уничтожением, устроенным российскими оккупантами в Украине. Драматичная песня «Превратиться в прах» – это яркая и убедительная история, означающая неизбежное в этой жизни. Заглавная песня альбома «Walk the Earth» – это космическая симфония, которая отправляет слушателя в огромное путешествие сквозь пространство и время. Подобно приливу крови в голове, заглавный трек начинается эпически, погружая вас в состояние сознания, одновременно успокаивающее и тяжелое. Песня, в которой говорится о купании собственной славе, поскольку Темпест поет «И мы ходим по земле, как чемпионы». На самом деле, альбом Walk the Earth воплощает в себе все замечательные качества концептуального альбома, хотя и не является таковым в полной мере. Альбом красиво перетекает от песни к песне, воплощая в жизнь изобретательность каждого участника группы Европа. Признаком того, насколько группа Европа глубоко укоренилась хотя бы в шведской музыке, стало то, что шведское правительство простило им миллионные налоговые долги за то, что они сыграли бесплатно в новогоднем шоу в 2000 году. Дело в том, что группа много лет жила за границей, чтобы уклоняться от высоких шведских налогов. Своим альбомом Walk the Earth группа Европа показывает и доказывает, что у них нет никаких сомнений в актуальности их работы в текущей эпохе. Ну а на этом я заканчиваю свой рассказ об альбомах шведской рок-группы Европа. Это первый мой рассказ о каком-либо исполнителе в этом текущем 2023 году.
Я надеюсь, что я буду иметь возможность в дальнейшем записывать свои выпуски с рассказами о других исполнителях. Я думаю, что этот наступивший 2023 год будет гораздо тяжелее предыдущего. Он будет тяжелым для нас, украинцев, он будет тяжелым для граждан России. Я вижу то, что происходит, и понимаю, что и дальше будут гибнуть тысячи граждан обеих стран. Потому что те, кто придерживается нацистской идеи великой Российской империи, этого нового русского мира, вот как в свое время фашисты придерживались идеи Великого Рейха, и сейчас вот Путин со своей кликой все это очень объемно и в полной мере перенял у немецких нацистов и сейчас пытается действовать их же методами, вот в частности уничтожение народа Украины. Потому что вот то, что сейчас происходит в Украине, иначе как геноцидом назвать нельзя. Это реальный геноцид. Как в свое время немцы с ненавистью уничтожали евреев, вот с такой же ненавистью сегодня русские уничтожают украинцев. И мне очень бы хотелось, чтобы это все остановилось. Но, к сожалению, я не вижу какого-то мирного решения этого вопроса. И я думаю, что ситуация будет накаляться и продолжаться будет и эскалация этого конфликта до, возможно, таких уже объемов и величин, что это может принести глобальную катастрофу для существующего сегодня мира на планете Земля. И я очень надеюсь, что этого не произойдет. Я очень надеюсь, что тысячи смертей украинцев и россиян в этой войне заставят все-таки агрессора, Российскую Федерацию, задуматься над тем, что они, собственно говоря, прекрасно жили без войны с Украиной. Об опасности для России войны с Украиной предупреждала Новодворская. Все над ней смеялись, она очень четко описала то, что сейчас происходит в свое время, когда была жива. Об этом говорил Немцов, об этом говорил и всем известный писатель российский Солженицын. Еще тогда, когда он только вернулся из США в Россию и размышлял о будущем России, он тогда говорил, что да, будет война с Украиной, это будет страшная война. И многие российские матери будут в большом горе, потому что погибнет очень много людей. Потому что украинцы – это не тот народ, который легко сдастся и пойдет под управление России, как рабы какие-то на заклане. Такого не будет. Украинцы любят свою страну и будут отстаивать свою землю, своих родных и близких, свои дома, будут отстаивать их до последнего своего дыхания. И это тяжелая война, и мне очень бы хотелось, чтобы это все прекратилось. И я вот надеюсь на то, что увеличение жертв Российской Федерации заставит людей изменить свое отношение к этой войне. Они поймут ее бессмысленность. Если высшее российское руководство это не понимает, оно, наверное, историю не учило и не знает, что все империи распадаются. И распадется ведь и Российская империя. Тогда ради чего все это? Ради чего сейчас гибнут тысячи людей? Если эта империя все равно будет нежизнеспособна. Вся история человечества это доказывает. И я надеюсь, что все-таки это поймут граждане России и изменят свое отношение к войне, и изменят отношение свое к руководству России, и покажут, что это они владеют страной, а не какая-то клика обезумевших КГБшных старцев, которые засели в Кремле и в своих бункерах. Они-то спрячутся в бункере, они останутся живы. А что будут делать граждане России, когда этот конфликт выйдет на уже глобальный планетный уровень? И мне очень хочется, чтобы этого не произошло, чтобы никуда этот конфликт не выходил, а наоборот закончился. И россияне ушли к себе домой и оставили мою страну в покое. И каждый из нас будет жить так, как он считает для себя необходимым. И если Украина хочет стать частью объединенной Европы, так она должна ею стать. Никто не вправе нам указывать или мешать это сделать. Тем более, что не воюют украинцы на территории России. Мы не перешли границу России. Это к нам пришли незваные
гости, которые убивают, насилуют, грабят и разрушают все, что только чего касаются. Поэтому очень надеюсь, что я в дальнейшем буду иметь возможность записывать свои видео-рассказы о музыкальных группах и музыкальных исполнителях. На этом на сегодня все. Приятного прослушивания музыки. До свидания.